это из гижотской архитектуры. Я сейчас очень плотно занимаюсь изучением этого контекста. Нашел где-то какую-то совершенно левую бумажку и пытаюсь на ней рисовать. В общем, вот. Это какой-то храм, я его, кажется, уже когда-то рисовал. Но мне нужно разобрать его поподробнее, не то чтобы разобрать, а скорее, как сказать, чтобы он зашел в мой уровень осмысления. Вот, в общем, затем только есть весь мой скетчинг для того, чтобы вот эти вот вещи для меня становились естественными и в какой-то мере простыми. То есть понятными. То есть я не просто на них смотрю радостно, но они часть моей бытийности. И тогда, я предполагаю, мне будет проще проектировать что-то уже в этом ключе, в этом понимании. Потому что у меня сейчас такая задача стоит очень плотно. Поэтому я усиленно практикую. И всем рекомендую, да. Что я делаю сейчас? Начинаю прямо с конца. Особо без построения. Как вижу, так и рисую. Это может быть не самый правильный способ, но для меня он, мне кажется, вполне себе ничего. Почему нет? Нужно понимать, что в голове на автомате все вот эти перспективные сокращения, все линии идут туда, в единую точку схода. Потому что я себе это уже отрабатывал миллион раз. То, в принципе, там особой проблемы следить за этим нету. А если все-таки там не очень много практикуется, то, конечно, все стоит простраивать подробно, четко. Без этого нет смысла двигаться в эту историю с рисованием домика. Если мы рисуем домик, то хорошо бы, чтобы он не был прокосячен в перспективе. Иначе это будет очень грустно. И не только грустно, но и очень странно. Я надеюсь, я вам сейчас говорю эти штуки не прокосячу сам. Все это в перспективе. Но я буду стараться. А если перспектива вам друг, то тоже пробуйте. Это хорошо рисовать одновременно с моими видосами. Можно понимать, как двигается перо. Почему именно перо? Смотрите, кому интересно, очень большой, там, на час, наверное, эфир у меня в Инстаграм. Я иду по городу и... Нет, я же тогда про проектирование рассказывал. А про перо я как раз оставил, на будущее. Нужно, потом проговорить отдельно. Накидываю бревна, пока еще не знаю, что получится.
Это храм какой-то северный. Не помню, как называется. По-моему, Лазаря. Где же? Слушайте, не помню вообще просто. Я рисую по фотографии его, и на фотографии ничего не написано, к сожалению. Ну, такой супер простой, подумал, что на нем нормально будет проснуться. Ну, это что, срисовка. Ну, окей, срисовка. Я рисую по фотографии. Так. Это сейчас не проектирование. Это рисование по фотке. Это вот такой вот у меня изучение источников и ресерч. Кто-то просто смотрит, я беру и отрисовываю. На мой вкус понимание гораздо глубже. Так, примерно прикидываю линию, как эти бревна идут. Мне кажется, там дверь не очень хорошо понятна на этой фотографии, которую я использую. Ну да, понятно. Доперло. Не прошлый раз. Это белый. Это шум кафе. Я очень хочу в кафе. Поэтому у меня на компе включены звуки кафе. Я думаю, вся страна давно не была в кафе. Ну, в принципе, это мне и раньше, чтобы сосредоточиться. Там, или океан какой-нибудь, или поезд. Поезд я супер люблю. А вот сейчас, потому что это гребаная самоизоляция. Я включаю звуки людей. Потому что мне не хватает этого всего. Ну вот, прохожусь по этой истории. Да, нужно только включить кафе. Сублимация, да. Ну и утром так включил, и как будто бы вокруг тебя людей навалом. Просыпаешься бодрее. Реально. Обычно я кручу радио в фоне. Но на ютубе же нельзя музон. Нельзя. Все эти авторские права и прочее. Я бы включал итальянское радио, у меня все время в фоне. Так, начну чуть прорабатывать плоскости. Я думаю, или пойти по лайту, или проработать потщательнее. Купол, он из таких чешуек набран. Но я не псих вырисовывать эти чешуйки. Просто я не хочу.
быть, обойдусь какими-то общими кликосами. Сейчас сижу, думаю, что мне будет менее травматично. Блин, и не хочется поворачивать лист. Если я начну поворачивать лист, то мой видос только для... я могу сам вертеться вокруг листа. Блин, точно. Хорошая идея. Если я не поворачиваю лист, значит я не могу нести этот видос в TikTok или Instagram. То есть мой видос тупо для YouTube. А я не могу себе позволить это. Слишком много. Для меня времени и сил тратится на всю эту ерунду социальную. Мне нужно, чтобы она как-то масштабировалась сразу в кучу разных направлений, иначе мне нет смысла. Прикидываю идею бревен. И сюда обозначаю тоже бревна. С размытием туши, конечно, было бы намного быстрее. Но сейчас я хочу пройтись и по истории графики. Потому что она, на мой вкус, шибко благороднее. Надо только устаканить себе некоторые основные моменты. И запрактиковать. В общем, вот. Сейчас наберу тенюшки. Так, сначала набираю довольно разреженно, описываю общие формы, потом поплотнее. Нет, передний край. Поэтому в первую очередь я тени концентрирую на нем. Рисую тень на ближайшем мне переломе цвета и тени. И вот так набираю это лоскутное дело. Потом буду его чуть устаканивать. В первую очередь оно выглядит немножко так, чуть странно. Но потом приходит в себя. По сути, задача таким паттерном заполнить теневые области, потом их скорректировать. Что я и делаю. Ну и вот здесь такая же область тени будет. Можно миксовать эту идею с отображением материала, но я большей частью предпочитаю миксовать ее с идеей показа либо плоскости,
либо скрытие ошибок, которые я допускаю при рисовании. Скрывать ошибки очень хорошо. Хоть, стараюсь так торопиться, но все равно лучше быть внимательным к каждому штриху и делать это со вкусом. Вот это прям важно услышать сейчас, иначе просто тупо ничего не будет получаться. Смотреть и видеть, что это за странная фигня, почему там получается, а здесь нет. Это реально нужно делать спокойно и со вкусом. Не та тема, которую можно прийти там с тропыжничеством. Более благородная история в целом. Так, вот теневые плоскости появляются. Заполняю. Оставшиеся большую область тени. Я тоже стараюсь оптимизировать этот процесс. Ну вот, мне кажется, его можно оптимизировать через увеличение размера штриха. Ну, посмотрим. Я, в общем, это обычно допускаю на там количество практики сделано раз 20-30. И момент оптимизировался. И тебе про него типа все понятно. Ну и нет проблемы. Немножко он такой прям становится. Шерстяной, что ли? Подвисает видос? Ну, блин, сейчас ничего не могу сделать. Если на моей стороне трудность, то, к сожалению, ничего не могу сделать. Потому что это тогда нужно переподключаться, а это значит новая трансляция, это значит непонятно, что за старый. Ну, это, короче, это вообще просто. Поэтому вот запишу, как есть. О, блин, по Питеру ездили. Сколько? 5:25. Заездили эти говорилки. Я прям слушаю из окна. Типа, оставайтесь дома. Эта картина футуристичная. Я в детстве играл в игрушку Half-Life. Там тоже такие говорилки были. Я думаю, о, какое будущее странное. Вот, теперь я в нем живу. Так, окей. Вот это набралось. Сейчас вот это наберется. Плюс-минус.
козырек. Начинается лето, и скоро я буду ходить на планеры. Я уже пытался, но местами холодновато, а местами ветра очень много. Питер вообще не создан для комфорта. Присутствие человека на улице. Ну вот, буду выходить. И думаю, буду говорить об этом в инсте. И кто хочет, присоединяйтесь тоже. Скорее всего, я буду скетчить какую-нибудь старинную архитектуру, это значит центр. Не знаю там, как будет с короной. Но я очень люблю заседать где-нибудь в районе Стрелки, биржи. Так, окей. Теперь прорабатываем направления плоскостей, которые ушли за этим, как паттерном, который делает такую сейчас странную махровую стресунку. Ну, это потому, что он еще, ну, как обычно, не очень хорошо отработан. Всякие новые фишки, ну и старые фишки. Я вот как раз на этих стримах и отрабатываю себя. Одновременно и сам учусь, и всем показываю, рассказываю, как это можно делать. Да, аккуратизма. Я не люблю аккуратизм. Сейчас нарисую экспрессивную штуку. Тыдын. Вот как я люблю. Так, спокойно, Эд. Спокойно. Вот. Только начинаю нервничать, сразу это капля. Так, я думаю, рядом чисто по фану нарисую какую-то историю с кустами. Просто для практики.
чтобы не только архитектуру рисовать, но и немножко пейзажа. Вот такой деревце сюда придет. Так, мне нужно поменьше крутить лист, иначе у меня опять ничего не будет для других соцсетей. Ну так, ладно, окей. Это уже 6 утра. Хватит мне заниматься рисовальной зарядкой. Сейчас чуть-чуть принесу сюда еще. На промежуточные плоскости, ну, по отношению к падению света. Ладно, все, стоп. Нет, я не могу остановиться, мне нужно доделать непроработанное, нужно проработать. Нет, это прекрати. Тебя ждет проект. Нет, мне нужно доделать. Ну, в общем, вот. Допустим, чего-то получилось. Ну и в рамках зарядки это окей. Окей. Ладно, все. Всем спасибо. Меня зовут Кичугин Эдуард. Смотрите, ставьте лайки и подписывайтесь на канал там. И смотрите в описании к видео и в комментах ссылки на другие плейлисты о том, как рисовать. Все. Всем чао.